Здравствуйте вам всем, в особенности любители автодомов. Вы зашли на это видео, потому что либо вы подписаны на канал и решили посмотреть что-то интересное, либо вам интересна тема постройки автодома. У меня в частности Volkswagen Transporter T3, из которого я хочу сделать автодом, чтобы путешествовать. Так что привет вам всем, путешественники, и просто те люди, которым нравится мой канал. Итак, давайте начнем на чем закончили. Для тех, кто не смотрел предыдущие ролики про этот автомобиль, что я с ним делал, расскажу вкратце, а там захотите, перейдите по ссылкам в описании и посмотрите. Я его купил за 145 тысяч рублей год назад. Заменил здесь всю подвеску вместе с задними рычагами, прям с рычагами, потому что старые сгнили. В общем, поменял все, что можно было. Затем предстояла работа по кузовне. Уже как бы близилась зима, и я думаю, на зиму оставляйте. А там дырка в крыше была. Ее когда-то заварили, и этот металл, которым заварили, уже тоже сгнил. В итоге я не хотел так оставлять, чтобы вода внутрь не попадала, и зиму пережил кузов хоть как-нибудь. Потому что у меня в планах его покрасить. Не знаю, как у меня с этим получится, но я приложу все усилия. Время кузовщины. Я тут, видите, просто отошла шпатлевка здесь. Я решил посмотреть, вскрыть. Вскрыл. Как видите, сколько пришлось вырезать. Здесь уже была латка. Латка была сделана поверх старого металла. Вон он там, видите, старый кузов. Пришлось только вырезать. Сейчас все это подровняю, буду ставить новые латки. Та-да! Сейчас зачищу. Все шпатлю. И так сойдет. Рубрика «Димкины будни». Те, кто подписан на телегу, знают, что я ездил чисто случайным образом, реально случайным, без всяких приколов, чисто случайным образом в Переславль-Залесский. И это не суть. Еду я обратно, остановился в автозапчастях, там надо было заказать. Открываю боковую дверь, и она падает. Она просто упала на одной стороной, там она еще висела. Думаю, в чем дело? Приехал домой, надо разбираться. А здесь вот один ролик, а вот второй, которого нету. Он выпал, он там лежит. Сюда нужен ролик. И пока я ее снимал, я увидел, что здесь место скрытое. Вон накладка здесь стоит, вот это вот сверху. И здесь хана. Сейчас все, видите, зачищаю. И буду переваривать. Латки сюда наваривать. Все равно потом красить, все равно потом это делать. Лучше сделаю прямо сейчас. И как видите, куда сюда не полезь, там ролик сломался на двери. Ты полез, и вылазит вот такое, переваривать. И здесь почти в каждом узле такая фигня. Куда-то полезешь, и сопутствующее нужно пол машины разобрать, перебрать. Я знал, что я покупал. Работы. Трэш-контент. Может, я, конечно, что-то не понимаю. Разобрал я тут. Чтоб не загорелось, мало ли что, варить сейчас там буду. Вот это было там. Это, строительный утеплитель. Серьезно? Не, я, может, не понимаю, может, это в заводе так клали, я не знаю. Строительный утеплитель. Серьезно? Вот как-то так оно получилось. Особо заморачиваться не стал. Здесь все равно накладка, здесь ничего видно не будет. Побрызгал этой специальной штукой. Сутки должна она постоять. Видите, уже почернел металл, это хорошо. Значит, реакция идет. Потом я, грунтую, наношу герметик шовный, а потом сверху краской. Какой, неважно. Все равно все потом краситься будет. Второй день возни. Здесь я загрунтовал.
Но самое сложное это было вот здесь. Здесь было все сгнившее. Из-за того, что здесь была дырень туда наружу, здесь там под крылом все. Если тут присмотреться, он там вот я внутри все проваривал, накладки делал, здесь он все восстанавливал. Из-за того, что была дырень, вся грязь с колеса, вода попадала сюда, убила ролик, ролик сломался, а дверь вон, пожалуйста, наружу. Долго ушло, много времени на вот это вот все восстановление. Ну и плюс вон там еще была дырочка, я ее заварил. Все, сейчас я это все зачищаю. Все эти швы надо зачистить, потому что здесь резинка, она должна прилипать. Крашу. И заказал ролик. Ну не ролик, а подшипник. Просто подшипник заказал. Сейчас я вам покажу. Вот здесь уже был заменен подшипник, как видите, на самый обычный. Не ролик здесь, а самый обычный подшипник. Ролик выглядит родной вот так. Он какой-то полукруглый, вот непонятно какой. Здесь уже стоит самопальный подшипник. Сюда я тоже заказал самопальный подшипник. Подойдет, не подойдет, не знаю. По размерам вроде померил, заказал по размерам. А как будет по факту, посмотрим. И не должно было быть этого видео, но в смысле я не должен был это снимать. Я думал это без видео сделать, поменять рулевые наконечники, рулевые тяги. Но я-то думал, это тяга раздолбанная, а здесь сама рейка. Хана рейки. Даже откручивать тяги не буду, снимаю целиком рейку и ставлю вот эту. Эту я забрал у предыдущего владельца, он мне как раз вот недельку назад позвонил, говорит, приезжай, забирай. У меня тут есть, нашел я, говорит, у себя рейку. Эта рейка нормальная, там не болтается, я проверил. Хорошо хоть есть. Снимать это я не буду, ребят, поэтому это просто вот факт такой, что здесь опять все целым агрегатом менять надо. Вот все просто здесь не бывает. Все, поставил новое, даже видите, не болтается. Рейка другая, без люфтов, нормальная. Блин, а здесь как она была-то вообще? Понятно, разберусь потом. А вот наконечники. Вот смотрите, тут прикол. Вот раз, коробка. Я извиняюсь за такой бардак у меня здесь. Когда-нибудь я все доделаю и будет нормально. Вот он с этой коробки. Наконечник, во-первых. Посмотрите разницу. Во-вторых, вот коробка со вторым наконечником. Эта была куплена давным-давно. Ну, сами видите, как бы. Фирма-то одна и та же. Фирма-то одна и та же. Только я не знаю, как они так делают, смотрите. Ну, короче, вот. Да. Автомобиль уже приписывается к музейным экспонатам, поэтому найти сюда что-то, ну, порой сложновато. Съездил в магазин, заказал вроде такие же прямые. Говорят, вот все, такие же прямые. Завтра привезут. Ну еще купил я ремень ГРМ и ролик для него. Все это тоже нужно будет менять. Ну все, привезли новые наконечники, вернее, я за ними съездил, забрал, поставил относительно так примерно ровно колеса и снова на сход-развал. Так, все убрать. Пришло время заняться виброшумоизоляцией. Именно вот этой вот части пола. И туда на скос вниз тоже. Пока только здесь. Для чего? Ну, во-первых, я здесь планирую сделать кровать. А виброшумоизоляция, она сохраняет тепло. И от металла холодом не будет тянуть. Это первое. Второе. Это уменьшение шума с
собственно, от двигателя, от дороги, от всего. Две такие вот важные составляющие этой всей затеи моей. Все это сделаю, потом уже, когда здесь обустрою кровать, начну заниматься этой частью. Это отсюда все уберется. Это ж просто сидушка, она не закреплена, просто стоит здесь. Понадобится, собственно, шумоизоляция. Не знаю, что за шумоизоляция, посмотрим. Это 3 миллиметра, по-моему, шумка. Не могу вам ее рекомендовать, сам не знаю. Вот такая, в общем, она. Стоит она вот где-то, видите, какая на битумной основе, вот такая толщина у нее. Берем, отклеиваем, прикладываем и прикатываем. Желательно изначально, наверное, замерить, может быть, ее так, чтобы 3 штуки сюда напенделячить. Для этого примерно вот так нужно сделать. Ну а туда кусочки пойдут, что поделать. На самом деле, я сам впервые этим заниматься буду. Никогда в жизни не делал этого. Ни представления не имею, как это делается. Вроде ничего сложного. Любой человек может это сделать. Вот так она выглядит. Она особо не клеится. Но я надеюсь, если я прикатывать ее буду, она приклеится. Должна, по крайней мере. Все-таки она на битумной основе. Берем, продавливаем. Один важный момент, смотрите. Здесь сделано, видите как? Это не зря сделано. Это сделано, чтобы внахлёст вот так клалась она. Вот, учтите, если будете тоже так делать. Это важно. Ну, чтобы не было бугров. Вот здесь вот, видите, легло все ровненько. Где еще? Вот я даже не вижу, где стыки. Стыки здесь, потому что, ну, вот он стык. Его даже не видно. Вот. Учтите. Смотрите, здесь вот так, а здесь вот так. Ну, вы поняли. И еще одна важная информация по поводу наклейки вот этой вот виброшумоизоляции.
Обязательно смотрите, чтобы не было воздушных пузырей внутри. Ну, чтобы была вот эта фигня битумная одним целым с металлом. Почему? Потому что если будет там внутри воздушная прослойка, будет там собираться конденсат, гнить металл, по итогу вы получите себе дырявый кузов. Поэтому важно и обязательно очень хорошо все прикатывать. Та-да! Сделал. Ушло у меня на все про все, вот на вот эту часть. Часа 2-3. И беда еще в том, что оно, видите, здесь на стыках липнет. Ну, то есть сюда нужно сверху еще что-то класть. Напишите свое предположение в комментариях, что бы постелили вы. Значит, закончив эти работы, следующая задача состояла в том, чтобы мне как-то решить проблему с двигателем, проблему с печкой. Печка не дует на холостых, теплым, горячим, никаким не дует, холодным дует. Ледяным, зимой, ну, короче, это невозможно. В итоге что, пенился антифриз, и было принято решение, что нужно менять для начала прокладку головки блока цилиндра. Я данный автомобиль купил где-то в середине лета. Честно сказать, я уже не помню. Поллета я его восстанавливал. Он был абсолютно заброшенный. Вложил в него кучу денег, но он до сих пор так и не поехал. Потом я снова брался за него. Менял карбюраторы, менял все. Здесь поменяно абсолютно все. И он все равно нормально не едет. Последний раз я на нем выезжал, это проводил челлендж, 24 часа был заперт в этой машине. Если вы еще не смотрели этот видос, обязательно посмотрите, он забавный. Я просто вешался, я больше никогда не хочу 24 часа в машине запертом быть. И тогда я понял, в чем здесь проблема. Работы еще много, наступила глубокая осень. А чинить его нужно. Но сам я это делать не буду. У меня есть друг, Догнатий. Вы его любите, я знаю. Вы его больше любите, чем меня, блин. Поэтому пойду его искать, где он там прячется снова. Слышь, Догнатий, ты где? Вот это его любимое детище. Догнатий! Догнатий! Сколько здесь хлама, а? Догнатий, будь другом, а? Получишь шоколадку. Шоколадка. Где шоколадка? Надо вот на этом чуде снять головку блока, не голову, а то не так поймешь еще. Надо снять головку блока и посмотреть, что с прокладкой. Понял? Я справлюсь. А шоколадку большую? Там много работы, сложно, очень грязно и холодно. Все, это же машина, что ли? Это есть что машина, это же не машина, это так кусок металлолома. Вот это машина, вот это вот, я не знаю, вот чего вы на нем не катаетесь, тут даже крыса полнорамная, вот. А еще тут есть дуделка, вот. Вместо сигнала высунул и подудел. Ладно, давай, иди готовь мне шоколад, вот. Сейчас все сделаю. Открывай капот. Тут открывается капот. Капот открывается. Где его? Я не вижу.
Где этот долбанный толкатель? Застрял, я застрял. Да где этот толкатель долбанный? Куда его запихнули? Что за свинство? Как это бассейн без толкателя? Куда его запихали? Где тут толкатель? Да пошел он в жопу! Пусть сам всю эту коробку на колесиках катает с веревкой. Все, не завидите двигатель. Нельзя. Вот и настал момент истины. Сейчас я все здесь открутил, все снял, трубки снял, антифриз там сливается. И сейчас я буду снимать голову. Мы с вами посмотрим сразу, в прямом эфире, блин, не отходя от кассы, как говорится. Что же там внутри? Что же там с прокладкой? Что вообще там такое происходит? По идее, все вытащилось. Все болты. Вот они. Надо их куда-нибудь сложить. Попробую таким вот молотком для укладывания плитки. Он резиновый. Все-таки алюминий. Оп, все. Она отошла. Ох, ё, сколько там еще антифриза. Да, затекло все еще и в цилиндры. Вот блин. Ну да ладно, цилиндры и цилиндры. Надо его оттуда убрать, конечно же, по-хорошему. Вот, значит, болты новые, прокладка новая. Виктор Рейнс. Хрен его знает, нормально она или нет. Но мне, чтобы проверить, пойдет. Так как двигатель был гретый,
теми болтами уже как бы, ну, лучше не собирать. Вообще они одноразовые. Затянул и все. И каждый раз, если ты их откручиваешь, их нужно менять на новые. Болты, комплект болтов, в принципе, вроде такие же. Итак, уже скоро Новый год. И я, наконец, собрал двигатель на транспортере. Болел, и, в общем, стоял он с вскрытой башкой, со снятой башкой здесь продолжительное время. В итоге я все собрал, все поставил. Вот так оно теперь выглядит. Ну, сверху еще ничего не ставил. Хочу проверить. Сейчас залью антифриз. Старая прокладка. Залью антифриз и попробую запускать. Страшно, пипец. Никогда в жизни не разбирал двигателя. Еще раз повторюсь. Не знаю, что будет. В общем, смотрите. Надеюсь, не день подсчет. На самом деле прокачивать антифриз здесь это отдельная история. 3 человека нужно. Это я сейчас так заливаю, чтобы совсем пусто не было. Один давит на газ, второй льет жидкость, третий в радиаторе откручивает прокачивающую пробку и выпускает воздух. Это вообще конец. Ну попробуем прыснуть очистителя карбюратора. Так скажем, быстрый запуск. Какой запашок. Пурга, снег, метель, капец. В общем, не получилось, никак и не получается. Он один раз только запустился, и то без камеры, блин, после сборки двигателя. Что-то с подачей топлива, вон, ветер дует, я не знаю. Я надеюсь, вам там все слыхать. После всех этих манипуляций с двигателем, я впервые в жизни разбирал двигатель, я уже, наверное, это говорил в видео. Пытался его запустить, была зима, холодно. Что-то он так и нет, запустился один раз, потом заглох, вообще не запускался. Поэтому я так подумал, думаю, надо проверить, что там с топливом.
Потому что у меня стоял в самом низу, прям как на выходе с бака, фильтр такой топливный, вазовский, знаете, он прозрачный, там видно, когда бензин есть. Он был с грязью, ну, постоянно там грязь скапливалась. Я прекрасно понимал, что в баке есть грязь. Может быть, дело, ну, в этом, может, там забилось что-то. Я лезу под низ и понимаю, что бензина-то в фильтре нет. Я кручу, а бензина нет, а там самотеком должно идти. А его там нет. Я взял фен строительный. Думал, блин, ну была не была. Вдруг такое тоже может быть. Вдруг в баке вода, и она замерзла. Поэтому не поступает бензин. Так и получилось. Я феном отогрел фильтр, трубки от бака, и бензин пошел. Я сел запускать, и он запустился. Здравствуйте. Зима. Перчатки с подогревом. Кстати, офигенные. Я его запустил. Сейчас попробую вот сейчас после вечернего ночного простоя. Да, заряда аккумулятора там, ну, сами видите. Такое себе. Пробуем запустить. В общем, проблема в баке. Его нужно очистить. Там внутри вода. Я его отогрел феном. И бензин пошел. Так, педальку нажмем. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да! Было принято решение снова третий раз снимать бак. И уже в этот раз его снимать полностью, отключать и подачу, и обратку, и полностью его чистить, мыть керхером. Уже была весна. Ну, как бы сейчас уже весна. Но, да, было там плюс 10, и я достал керхер и начал мыть бак. Все эти работы производились в течение полугода. Да, потому что у меня были другие проекты, у меня немножко другого формата были видосы, и мне нужно было их ездить снимать. Поэтому затянулось это все на полгода. Я убрал все с салона, я здесь все вычистил, обнаружил дырень, потом обнаружил дырень в арке, и давай все это варить.
Вы, наверное, думаете, что я здесь делаю? Это сидушка. Это сидушка. Если вы помните, а может и не помните, или не знаете, из Нивы. Ну, она фольксвагеновская, как бы. Тут есть даже маркировка, но я ставил ее на Ниву, переделывал там всякие крепления. Сейчас она перекочевала в транспортер. Я ее отхимчистил, но поставив ее туда, я понял, что она слишком высокая и полозья расположены слишком широко. Мне нужно ее, значит, занизить и сократить. Простите, это Powerbank, камера заряжается. Сократить расстояние между полозьями вот этими вот. Чем я, собственно, сейчас занимаюсь, говорить. Вы не поверите, но удалось даже оставить подъемный механизм, и оно все работает. Теперь нужно соединить, потому что я же их сместил, укоротил, и поэтому теперь надо их соединить. Вскрыл я пол под водительской сидушкой, и вот что здесь. Оказалось, тут уже варили кое-как, и вот здесь совсем все сгнило.
Потолок был снят буквально на днях, ну, потому что он порванный, страшный, и пару сантиметров, а в автодоме это очень важно. Тут каждый сантиметр на счету, пару сантиметров высоты он скрадывал. Да, я понимаю, что я буду его утеплять, и эти пару сантиметров, наверное, обратно вернутся, но зато он будет утеплен. Так вот, выяснилось, что сзади, вот там вот почему там нет вообще багажника, он не открыт, он лежит там, где-то рядом. Я его снял. Оказалось, я все это время это и так знал, что капает здесь вот сюда в салон, вот откуда-то оттуда вода. Видите, там все черное, покрашенное, заваренное. Там все сгнило нахрен. Огромное вам всем спасибо за то, что, блин, ставите палец вверх, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Мне приятно, спасибо вам большое, и огромное отдельное спасибо вам за ваши донаты, за ваши подписки на Бусти. Вся денежка, которую вы донатите, идет вот сюда. Идет в проекты, идет, ну, пока не на поездки, но вот все сюда вливается. И я надеюсь, этот проект состоится. И наконец-таки я построю то, о чем всегда, в принципе, мечтал. Я всегда мечтал о автодоме. Ну, не о таком, конечно, но хоть такой. Ну, знаете, как вот эти вот автодома бывают, ну, вот эти вот американские, как в американских фильмах, здоровые такие. Туда заходишь, реально дом, блин. Это моя мечта. Моя мечта. Я люблю очень путешествовать и всегда мечтал о том, чтобы, блин, вот ты едешь, вот ты устал, все, вот пошел, лег спать, не знаю, приготовил себе поесть. И это офигеть, как на самом деле круто. Да, прикольно. Иногда, конечно, хочется и в отель заселиться, ну там хотя бы, чтобы помыться. Ну, допустим, летом можно прекрасно сделать выносной душ. Блин, будет возможность, я сделаю. И все покажу вам. Да я думаю, вы, если этим интересуетесь, и так знаете, как это делается. Но посмотрите, как это сделаю я. 83-го года этот автомобиль. Я не знаю, почему он мне так нравится. Я не знаю, что в нем такого. Ну, наверное, скорее всего, то, что он, ну, он антуражный. Для меня он реально квадратный, прикольный. И на нем ездить прикольно. Ощущаешь себя абсолютно иначе. Ты сидишь на колесе, на арке. Ну, короче, я не знаю, это прикольно. Вот следующее поколение Т4 мне уже как-то, ну, не заходит, не знаю. Хотя там намного все удобнее. Там, чтобы сделать кровать, пошел и сделал ее. Здесь же нет, здесь вот. Видите, подиум. Это тут двигатель находится. Вот тут, сзади. И приходится что-то придумывать, чтобы, понимаете, кровать должна тут быть складной, чтобы можно было поднять, открыть капот, починить двигатель. Вот возьми, блин, и изобрети этот долбанный механизм. Ну, можно же было просто сделать каркас, положить туда, блин, матрас нафиг и спать. Все. Тут так не получится. Тут нужно изготавливать собственноручно целый механизм с подъема, складывания этих сидений. Пока как это реализовать наименьшими затратами, я, ну, как бы в голове идея имеется, но посмотрим, как это получится. Поэтому подписывайтесь на канал,
Если еще вдруг не подписаны, ставьте лайки, пожалуйста, если вам, конечно, не сложно, если вам понравилось это видео. Не понравилось, ну, дизлайк влепите, что ж такого-то. Ничего страшного, бывает. Вот. И будете наблюдать, как я буду всем этим заниматься. И так как у меня теперь имеется Собакин, Бабакин, собственно, поэтому я все свое время убиваю на это, на автодом. Потому что он маленький, и мне нужно как-то с ним сидеть. Его 3 раза в день кормить, 3 раза в день с ним гулять, пока маленький. Вот так. Еще раз большое вам спасибо, что смотрите. Большое вам спасибо, что уделяете свое время. Надеюсь, вам понравилось. Я очень много времени, сил и нервов убил на этот автомобиль. И, кстати, после того, как я собрал двигатель, до сих пор я не прокатился нормально на нем. Я его не проверил, потому что, да что-то как-то я наплевал. Вот я начал там варить, это варить, арки варить, там варить, все делать. И... ну и он у меня во дворе стоял, а там все было снежное. Я не мог оттуда по-любому никак выехать. Потому что тут задний привод и задний двигатель, он никуда не едет на скользком вообще. Ну и вот так. Сейчас нужно мне будет поставить на место багажник, крышку багажника. И в принципе можно попробовать прокатиться. Но все это уже будет в следующем ролике. Держите, пожалуйста, кулачки за меня. Я вас очень прошу, пожалуйста, подержите кулачки, скажите, блин, пусть он будет ездить и не ломаться. Потому что я устал. Для тех, кто не знает, блин, я уже затянул с концовкой, короче. Здесь двигатель от Гольфа стоит, второго. Не его родной двигатель, колхозный двигатель. С карбюратором от ВАЗ-2108. Тут колхоза очень много. И в связи с этим много и проблем вылазит. Правда. Стоял бы тут какой-нибудь инжектор. Блин, если кто умеет свапать, есть двигатель, блин, напишите мне. Я бы сюда инжектор влепил. Завел и поехал. И все. И все. Как обычная нормальная машина. А то напоминает он мне порой Запорожца. 5 километров проедешь, и какая-то беда вылезет. Хотя вроде двигатели от Гольфов считаются очень надежными. Моя, первая машина это Гольф. Гольф 3 у меня была самая моя первая машина у меня в собственности. До этого я на Батина ездил, без прав. Тырил у него, короче. Ну да, потом вот первый Гольф был. Ну, слушайте, с двигателем проблем никогда у меня не было. Ничего не могу сказать. Но здесь вот так вот как-то мне повезло. Поэтому держите кулачки. Теперь точно. Всем пока.